Це відео було створено у травні 2021 року. Ми поїхали у Турцію, щоб пройти Західну Лікійську стежку. Та дякуючи нашим воїнам, котрі боронять нашу неньку, ми в змозі зараз дивитися це відео. Тож, слава Україні та гарного перегляду! Турция. Вот так вот смотришь и думаешь, вот это да. Рюкзаки на спину и погнали в горы. Потерял контроль над ситуацией. Сколько можно здесь чилить? Не, ну так-то можно жить. Прилетели в аэропорт Даламан, пытались найти какой-то автобус, чтобы доехать до города Фетхи. Стоит автобус, но в нем никого нету. Много людей собралось, ничего не понятно. В итоге какие-то люди предложили доехать на такси и просто разделить цену. Посмотрим, как дальше будет это все складываться. Плюс тут еще в Турции сейчас с завтрашнего дня вводят локдаун. Доехали от Даламана аэропорта до Фетхи всего за $6 на такси, но так и не смогли найти местные какие-то бас-шаттлы, к сожалению. Ну, будем тут уже разбираться. Сейчас на часах 8 утра, и, в принципе, мы готовы делать поиски газа, еды, и чил день у нас сегодня, чил день. Алю-Денис – прекрасное место, где можно провести первый день и просто на пляжике зачилить, отдохнуть, потрогать море и покупаться. Но оно такое достаточно живое и холодненькое. Все магазины работают буквально с 10 утра до 5 вечера. Развлекаловки никакой нету. Такси и трансферы тоже надо как-то там договариваться, искать. Карантин и вообще этот ковид, он вносит определенные изменения в формат отдыха. Но тот, кто хочет сильно куда-либо приехать, увидеть другую страну и насладиться, я думаю, это вообще не проблема. Ну вот сюда попадаешь, идешь так по лесочку и понимаешь, что в Крыму было так же. В Крыму такие же запахи, такие же деревья и такие же плюс-минус горы. И небольшая ностальгия появляется. Но в целом максимально интересно, но жарко. Казалось бы, 30 апреля, но днем там 26 градусов. Море такое прохладное, очень освежающее. Но день под солнцем, ни одной тучки. Завтра с утра в 9:30 мы начинаем официально маршрут по Ликийской тропе. Все очень серьезно, ежедневно по 10-15 километров переходы. Первый набор высоты будет около 1000 метров. Думаю, немножко подустанем, и действительно только в первой половине дня можно ходить нормально. Ночью, конечно, свежо здесь, на этих морях. В общем, первый день. Мы сейчас собираем лагерь и начинаем наше движение. В 9 утра уже будет совсем солнечно, поэтому 7 утра на часах, и мы начинаем с самого утра. Вот надо мной обозначение, что это Ликийская тропа, и начинаем на нее идти. На часах 8 утра, много потратили время на сборы. Ну, что поделать, будем учиться. А еще с самого утра из Алю-Дениза или из Фетхи лучше подъехать на таксишке прямо сюда, потому что здесь сразу начинается набор высоты, и сэкономьте 1,5 часика, где-то часик своих сил, и просто заплатите немножечко денежек.
спускаешься такой с горки, и тебя с чаем встречают по 25 центов. 25 центов. Доброе утро из палаточки. Наверное, сегодня самый лучший рассвет и вообще утренний вид, который был у меня за всю жизнь. Это долина бабочек. И вот ты просыпаешься, а из палаточки уже сразу вот такой вот вид. Позади меня офигеннейший вид, но внизу какое-то небольшое поселение. Как я понял, туда просто доступ исключительно с воды, потому что сверху, чтобы спуститься, там надо немножечко напрячься. Какая-то веревочка, скалы. Я не ходил, только смотрел и слушал людей, и они такие достаточно взмокревшие спускались и поднимались оттуда. Эти виды, конечно, просто на миллион. Кто же знал, что в Турции можно так вот открыть палатку с таким вот видом. После веревочки так начался нормальный такой подъемчик с каменючками. Ну и с рюкзаком, само собой, это определенная любовь. Это тот момент, когда ты понимаешь, что ты заслужил этот вид тем, что поднялся. Да, долина бабочек, она вот такая. А там на заднем дворе еще есть бассейн. То есть тебе даже не надо вниз идти к морю, а ты просто лежишь в бассейне, смотришь на море, а утром пьешь кофе с видом на море. Мы неспешно дошли до поселка Кабак, где взяли лодочку, которая нас перевезла в кемпинг на Paradise Beach. Провели закат на Paradise Beach. Это буквально 15 минут на кораблике от Кабака или пешочком где-то часика 3. Ну, мы выбрали, конечно же, кораблик, потому что это быстрее. Ну, немножко денег стоит, конечно. Второй день всего лишь, а уже по ощущениям как будто прошла вечность. Ну, не вечность, ладно, неделя. И за эту неделю, по ощущениям, произошло прям очень много. Хотя мы всего прошли за это время, ну, может быть, километров 40. Очень живенько. Камень сбил. Начало дня было не очень интересное. Мы сперва шли по лесу под горку, а потом по дороге под солнцем и пришли в поселок, где нас ждал гастрономический сюрприз. Ну вот то, что было до этого по еде, так это было только первое блюдо, а вот тут еще разогревают и будет еще второе блюдо. А вот хозяйка нам это делает, и большое спасибо, конечно. Я удивился, конечно, от этого поселочного гостеприимства, да и в целом
как можно за 30 лир взять так и смачно пообедать. И где-то мы просто 3,5 часа, вот все время, когда солнце сильно лупило, мы просто прождали этот момент и поели авторитетно с овощами, со всем. И там вот целое кулинарное шоу было с подготовкой этих лепешек. Вот просто начиная от воды и муки, они все это замешали, сделали прямо на глазах. Я давно такого вообще не встречал и даже не знал, что в принципе так можно. После затяжного обеда мы начали подниматься в горы, в город Сидима, от которого остались одни руины, но это по-прежнему считается достопримечательностью. Там мы нашли домик, возле которого разбили палатки и переночевали. Я это называю счастливый автостоп. Мы просто кусочек дороги, который должны были тулить вверх, но мы ждали, когда кто-то остановится. В итоге мы так авторитетно едем в пикапе. С рюкзачками, а девочки внутри. Ну это просто песня. Ну хоть на горочку выбросили нас, а сами поехали куда-то, не знаю, куда-то. Все, погнали дальше. Ну, поскольку сегодня такой длинный, такой относительно тяжелый спуск, мы просто нашли машинку, которую, я не знаю, как запихнемся, и поедем вниз в Габргули. Я тут напишу вот это название. Чпоньк. И нам предложили чай, и один из нас такой, не. И мы такие, да. И в итоге ждем чаечек вот в таком вот амбаре непонятном. Это дом. А, это дом. Все, вчетвером, знаете, в тесноте, как говорится, да не в обиде. Я Урали. Матика. Вот так вот нас подвезли, буквально за полчаса мы оказались там, где бы шли, наверное, часа 4. Такой не кислый кемпинг, прям тут все очень с уютом, гамачки, какие-то домики, магазинчик какой-то. В общем, все очень даже тут ничего. И внизу шикарное море. Это прям пляж, который мы заслужили за эти все дни. Он небольшой и очень красивый. И, пожалуй, все группы еще идут. А мы уже здесь и можем выбрать себе самые лучшие места. Достаточно удивительное место нашли, ну, вернее, просто как бы кемп, но немножко похож на какой-то такой фестивальный. Здесь кухня, все, что хочешь. Это городочек Гавргили, и я думаю, здесь прям можно было бы остановиться запросто там на пару дней. Я думаю, тут какие-то фестивали когда-то проходили, но сейчас такого нету. Вот позади меня место под мангал. Вот там вот место под мангальчик. Здесь, где хочешь, ставь палатки, душик, кухня полноценная, море. Вот буквально позади меня за елками море. Короче, бомба. Я очень сильно удивлен. И я прям хотел бы остаться. А, вот тут мужик мужика катает на качели.
Сегодня у нас вышел самый, пожалуй, чиловый день, который только мог произойти. Мы проснулись в Сидиме, прошлись буквально, может быть, часа полтора вдоль трассы. После этого нашли трансфер, который нас Гаврагили привез в этот чудный лагерь. Покупались и просто чилим себе спокойненько. Честно, именно такого дня, наверное, и не хватало нам для того, чтобы перезарядиться и как-то, ну вот, понять, что вокруг. Потому что мы каждый день маслали, где-то так по часов 6-7 ходили, а тут просто пел и расслабончик полный, перезагрузка. И выбрали для этого просто, наверное, лучшее место, которое могло быть в плане комфорта. Виды здесь уступают некоторым, которые были, но в плане комфорта это, конечно, да. Так что, если планируешь свой отпуск, наверное, подумай о вот такой где-то 3-4 день активной работы, чтобы он был такой спокойненький и ненапряжный. И тогда будет супер послевкусие после поездочки. Ночка оказалась горячей в прямом смысле этого слова. Полили костры, пели под гитару, и вообще этот лагерь, ну, достаточно такой стилизованный, как я и говорил уже ранее, очень прикольно. Сегодня держим путь в город Ксантос, а потом в город Каш, и там мы уже не ночуем на полу, на карематах и в спальниках, а будем жить в гостинице. Это вот прям отличная возможность немножечко в цивилизацию вернуться и дальше продолжать. То есть почувствовал комфорт, там отмылся, побрился и погнал дальше ходить. Прям этим разбавлять я крайне рекомендую. Все-таки карантинная ситуация очень сильно отразилась на туризме, и вот в этом месте вообще автобусная остановка, но это возле Паттара-Бич, ближе к западной части Ликийки. И тут автобусов нету, уже все таким вот покрылось песочком, но сейчас мы просто чудом встретили человека в горах, вот там, где кушали эти лепешки, и очень были доброжелательные гости. Там познакомились с паренечком Лешей, и он нам помог с этим вот трансфером. Сейчас мы едем в Ксантос, городочек такой, а после Ксантоса едем в Каш, и там просто будем валяться, спать на кроватях и отдыхать. Гулять по городу, пока не знаю, что нас там вообще ждет. В общем, да, карантинные штуки заставляют людей больше общаться. Вот так вот люди вообще там оставляют свои вещи и на папиросе вот так вот налегке, спокойно едут, а мы тащим тупо все на себе. Это их человек, который все сделал. Ура! Наконец-то добрались до местных достопримечательностей. Нет, это просто вынужденная мера остановиться, потому что никаких трансферов нету, как я уже говорил. И мы вот с группой заехали сюда, и у них тут по плану часик погулять. Ну, а мы просто кушаем мороженое и ждем. Ну, вот такие вот места, так, чисто для галочки. Был. No more. Так что едем дальше. Маяк. Вот сейчас не видно, вот завтра будет все видно. Сзади море, лодки, парусники и город. Просто сверху. И самый прикол в том, что людей критически мало. Мы вот по центру
ходили, гуляли, и, пожалуй, ну, может, там человек 40 от силы. В общем, в городе вообще людей почти нету, но для туриста это имеет смысл собраться и ехать сюда. Ну, на текущий момент это самый классный такой вот городок, который мы встретили. Он очень цивильный, мало людей. Вот здесь такая галерея разного арта позади меня. Но, к сожалению, еще немного таких вот реально классных работ, поэтому я думаю, если ты вот молодой или уже не очень художник, вполне можно здесь что-нибудь придумать такое. Каш, Турция, вот рядом с этими обезьянками. Так что не благодари. Позади меня лодочки, а впереди полноценный город Каш. Сверху он выглядит просто бомбически, и мы поменяли немножечко свои планы, думали все время ходить, но нет. Есть опция взять машину на прокат и подъезжать на самые лучшие места, а там уже ходить, то есть немножечко сохранить время на передвижение между локациями и выбирать прям самый топчик-топчик. Вот пойдем договариваться, узнавать, что по ценам. Но в локдаун это тоже отдельный вид искусства найти что-то. Ну что, погнали? Стой, выжать сцепление, нейтралочка. Да. Прикольно. Чувствуешь себя взрослым? Я чувствую себя, что я не помню, как заводить машину на механике. Взяли машину на механике, потому что на автомате такого размера не было. И честно сказать, это был прикол. Ты когда ездишь постоянно на автоматике, и тут начинаешь вот это дергать коробку передач, выжимать сцепление, а здесь еще этот город, он постоянно там вверх-вниз. И немножечко очко репело. Это, конечно, еще тот экспириенс. Ну, сейчас наблатыкаемся за полчасика-часик и будем летать что-то. Приехали в поселочек Чирали. Тут все вокруг в горах. Уже опустился туман, облака, хотя мы на 500 метрах были буквально. И ищем какой-то кемпинг, и мы уже на машине. И, честно говоря, немножечко поменялся абсолютно чувство от этого всего похода. Потому что до этого мы 4 дня именно ходили, а сейчас мы начали ездить. И я немножечко пока в такой абстракции не могу понять, потерял контроль над ситуацией. Удивительное и невероятное. Я стою прямо под скалолазной стеной. Вот так вот смотришь и думаешь, вот это да! Обожаю утро где-то в горах, а если тут еще есть море, потому что, скорее всего, будет офигенский рассвет. Из-за того, что мы переехали на восточную часть Турции, а именно Ликийской тропы, то как раз таки мы наконец-то за это все время увидели место, где поднимается солнце. Потому что до этого солнце вставало из-за гор, а теперь оно встало сегодня из моря. Небольшой городок Чирали, позади меня вот такие вот баобабы. На самом деле это не баобабы, но они очень сильно похожи. Пляж здесь такой себе, но честно, виды, которые по бокам, вот эти горы позади, к ним можно подойти, прям забраться, там виды просто шикарные. А еще сзади вот море, и там же есть корабли, лодочки, которые прям на месте и делают.
Вот такие вот тут люди. В целом, вот рассказал мне человек, что из-за пандемии они не могут нормально выходить в море и работать. И поэтому все, что они сейчас делают, это реабилитируют, приводят в порядок, красят свою лодочку для того, чтобы потом, когда это закончится, можно было нормально продолжать себе работу, то есть использовать время на пользу. Интересные, открытые люди. Достаточно просто начать общаться с местными и узнаешь намного больше и чуть-чуть больше погрузишься вообще в этот местный колорит. Мне очень понравилось это место и даже, но это ходят такие разговоры, я не уверен, я не видел это сам, но также здесь должны выползать черепашки ночью, поэтому вся вот эта часть показана, что нельзя здесь останавливаться с палатками и с прочим. Вполне себе достойное место, и я могу рекомендовать его посетить. Приехали в одно из туристических мест, называется каньон Гайнюк. И поскольку мы последние пару дней немножечко расслабили булочки и там проходили в день, может, по петух, по километров 5, может 7, то есть маловато. Ехали на этот каньон, перепаковываем все вещи, которые необходимы нам туда, рюкзаки на спину и погнали в горы. Вот туда в каньончике пойдем, 2 километра проходим, обедаем и дальше ищем место под палатки и просто себе ходим, исследуем. Достаточно цивильное место в целом, долларами или лирами платишь, по $2 вход. И оставили здесь на цивилизованной парковке машину и себе спокойно, плюс-минус налегке в горы. Это третий, пожалуй, вариант, который есть в путешествии. Это или ты просто идешь с рюкзаком без какого-либо транспорта, первый, или второй, ты на спокойном ходишь и твои вещи возят по отелям, мотелям, и ты живешь, соответственно, в них. И третий, это ты сам на машине вот так вот ездишь, выбираешь лучшие локации, потому что, в принципе, километраж для тебя, там час-два ехать, это максимум за день, это вообще ни о чем. При этом ты с рюкзаком и без лишних вещей поднимаешься и ночуешь в отеле 1000 звезд, собственно, под небом. Тут на Гайнюке есть два варианта отдыха. Или ты просто платишь за вход, доходишь вот до этой точки, где я сейчас нахожусь, потом идешь обратно наверх и там продолжаешь какой-то походик по тропе. Это первый вариант. А второй, ты платишь денежку, доходишь сюда, переодеваешься вот в такие вот костюмчики, смотри. Вон как люди. Переоделся. После этого вы идете вот так вот по этому каньончику, где-то минут 40, 50, час, по относительно холодной воде, делаете какой-то экшен, и там разные развлекухи. Мы выбрали вариант первый, мы заплатили $2 и зашли на территорию. И теперь мы накидываем рюкзаки и идем по маршруту искать реально красивые места. А здесь, как я понимаю, все красивые места. Их вариант стоит $20, наш 2, в 10 раз дешевле. Но я думаю, мы тоже отлично находим, потому что мы немножко забыли, как оно уже таскать рюкзаки. Кончилось хождение по обычным красивым протоптанным тропам. Пошел снова хардкорчик в поиске мест. И я уже даже соскучился за этим. Теперь нас ждет подъем на гору Тахталы. И самый большой плюс для нас это то, что там нету работающего фуникулера. То есть канатка не работает и никто не поднимается. Это 800 метров, наверное, будет подъем. Так что
погнали в горы. Ситуация следующая. Мы взяли же в аренду дачу лоджию. И чувствую, что это начинается какой-то дичайший оффроуд. Потому что это внедорожник. Что ты, как? Супер, вау! Вот эта машинка просто вот. Веселая поездочка закончилась, теперь продолжаем идти налегке, на ножках. 9:30 и мы начинаем наш трекинг на Тахталы. Вот первых 2 часа уже прошли, и как мне было известно, первая часть это вот эта красота через лесочек, ты проходишь, так у тебя все насыщенно, тенечек, деревья различные, запахи, а дальше уже будет более лысо и просто именно по холму идешь вверх. Подъемчик, конечно, такой не кислый. Постоянно идешь. Фух, но уже радует то, что вот надо мной, вот эта точка, это вершина, и там как раз подъемник находится. Но, насколько мне известно, он сейчас не работает. Но, тем не менее, мы туда поднимемся, ну а потом обратно будем ножками маслать. Меньше чем за 4 часа мы добрались до самой вот высокой точки. Тахталы 2365 метров. Вот это, конечно, смогли. Но подъемчик очень симпатичный, очень красивый. Такой на выносливость. Так что с утра прийти самое оно, чтобы начать успешно целый день. Да, конечно, там наверху такая сыпучка, и вот первый этот участок вот в лесу, где я сейчас уже спускаюсь, было классно, но когда поднимаешься туда, ну, вообще неприятно идти по этой теме. И когда спускаешься, вдвойне неприятно, и ты просто смотришь на эти камни, думаешь, да господи, когда вы уже закончитесь? Короче, вот до панорамы подняться над лесом, да, класс. На самый-самый верх, ну, наверное, и на этом можно на подъемничке подняться. В общем, суммарно трек вышел с 9 до 4. Это у нас сколько? 7 часов. Это туда и обратно. Все, надо идти искать какие-то места, спать и набираться сил. Вчера, конечно, день выдался очень насыщенный. После этого всего подъема мы буквально сумели пообедать и ехали 4 часа, буквально 150 километров, 4 часа. Здесь такие серпантины на дорогах, что немножечко дух захватывает. И в итоге ночью, аж в 2 часа ночи мы приехали в это райское место, это Акташ Бич Кемпинг. Поселились в таких вот просто как домиках, без окон и дверей, просто с крышей, вот, с ровной плоскостью, для того, чтобы там поставить палатку. И проснулись, а тут такая красотища. Сходил, попрощался с морем. Вот и закончилось наше путешествие по Турции. И это было действительно незабываемое вообще времяпрепровождение. 10 дней, не знаю, 6, 8, 10 локаций. Каждая была по-своему уникальная. Где-то были трудности, где-то было прям очень все ровненько. Встречались хорошие люди, случались хорошие вещи, закаты, рассветы, разные города. Это был уникальный опыт, и в частности
Я планировал это все фактически самостоятельно. И вот небольшая группа из 5 человек поехала в Турцию и получила то, что хотела, а именно наслаждение от жизни. На этом все. Море в Турции классное, природа тоже классная. И у меня это вызывало очень сильную ностальгию по Крыму. И те, кто так же, как и я, ностальгирует, я приглашаю приехать и сделать эту Ликийскую тропу. Ликийская тропа — это очень просто оказалось и доступно. Ты можешь максимально комфортно здесь находиться, ездить просто на машине и спать под открытым небом и посещать какие-то уникальные места. А можешь очень жестко упороться и пойти прям в жесткий поход. Это очень классно, что Турция это дает. И если тебе это понравилось и хочешь видеть дальше мое лицо, пиши комментарии, подписывайся. И, кстати, фотографии я буду постоянно постить в Инстаграм. А ссылочка на Инстаграм тут, ну или там уже внизу в описании к этому выпуску. Все, я был рад быть с тобой. И до скорых встреч на новых местах.